Привет, меня зовут Кирилл, и в этом выпуске мы с вами поговорим про брезгливость. Всех с Новым годом, с наступившим. Напоминаю, у нас еще год змеи, год лошади наступит аж только лишь в феврале. Поэтому, если вы змея, enjoy. Вчера в своем телеграм-канале я задал 3 вопроса. Что для вас брезгливый? Какая коннотация у этого слова по вашей версии? И по результатам опроса для большинства людей слово «брезгливый» имеет положительную коннотацию. Результаты вы можете видеть на экране. То есть для большинства людей брезгливый человек – это человек, у которого сильное отвращение к грязи, к антисанитарии, к нечистоплотности. Также я написал, полагаете ли вы, что брезгливый человек – это человек, который, например, вы увидели кровь, и все, вам от нее стало плохо, вы упали в обморок. Или, например, вас стошнило. Потому что многие люди именно так используют слово брезгливый, но мне кажется, по крайней мере в моем словаре, в лексиконе, у меня в голове брезгливый человек — это человек, который может быть не помешан, но вот он очень щепетилен в плане чистоты, личной какой-то гигиены, и он лишний раз руку вам не подаст, либо в туалет какой-нибудь общественный не зайдет, потому что там очень дурно пахнет, либо визуально, картинка визуально вызывает у него отвращение, боязнь и так далее. Также я спросил о подтексте: негативный, нейтральный, положительный. Большинство людей ответило, что нейтральный. Также много людей ответило, что для них это отрицательный подтекст слова брезгливый. На что мне стало тогда не совсем понятно, если вы отождествляете брезгливость с отвращением к антисанитарии и неприязнь к нечистоте, и отвечаете, что для вас брезгливость имеет отрицательный оттенок, мне стало не совсем понятно, это почему. То есть получается, если так, то человек, который брезглив в отношении чистоты, ему постоянно хочется чего-то такого чистенького, вкусненького в плане запахов, это значит, для вас это негативный оттенок. То есть, видите, получается, что мы используем это слово в речи, но не всегда можем сами себе ответить на вопрос, а что это для меня значит и какая коннотация у этого слова. Короче, запутал я всех своими вопросами, но сделал это я почему? Мне нужно было проверить, как народ это понимает, чтобы ответить на вопрос и найти эквивалент в английском языке. Если вы посмотрите в русско-английском словаре, наберете слово «брезгливый», вам выпадут чаще всего 2 слова. Это squeamish and fastidious. И здесь нужно смотреть в толковый словарь английского языка, что означает squeamish для англофона, что означает fastidious для англофона, какой регистр, потому что не все слова, так же как со словом наглый, подходят. Мне целую простыню до сих пор продолжают писать по поводу слова наглый, потому что мое видение людям не совсем понятно, и они его не принимают. Они хотят использовать слова из 13-14 века, которые никто в здравом уме и смысле в 21 веке в разговоре использовать не будет. Но вот людям хочется именно использовать их. При том, что многие даже этих слов и не знают, особенно если вы с молодыми будете говорить. Я вам напоминаю, что в языке очень важно быть хамелеоном. Если вы общаетесь с людьми, которые вас не понимают или не понимают ваших слов, вы должны молниеносно это понять, считать с их лица и адаптировать ваш язык. Потому что основная, главная ваша цель — быть услышанным и быть понятым. В чем смысл, как говорила моя бабушка, понт, разговаривать с человеком, используя какие-то высокопарные выражения, он вас не понимает. Это не является вашей целью, не должно быть целью. Коммуникативная задача всегда сводится к тому, чтобы быть понятым, быть услышанным, и чтобы вы поняли. Так вот, в этом видео я вам расскажу, как я вижу это слово и какие выражения я бы использовал. Во-первых, я всем рекомендую всегда, когда вот такие слова появляются, типа наглый, типа брезгливый, уходить от дословного перевода, уходить от словарей и попытаться это все описательным способом перевести в конкретной ситуации. Слово «брезгливый» в зависимости от контекста в английском языке у вас будет новое предложение. То есть одного какого-то слова нет. Слово с идеальным переводом, с идентичным переводом, как, например, слово big, small, large, тоже в английском языке не существует. На свой контекст будет свое выражение. В каждом штате может быть свой какой-то диалектный вариант. Вот что у меня получилось. Так как нам русско-английский словарь выдает слово squeamish. Слово squeamish имеет 2 значения. Первое значение по версии Longman и Cambridge — easily shocked or upset,
То есть в такой ситуации мы скажем про человека, если он easily shocked or upset, вы ему показали что-то, он сразу бац и в обморок упал. Про таких еще говорят, oh, he's a delicate flower. Смотрите, какие мы слабонервные. В этом плане squeamish, первое значение. Либо легко ранимый. Вы ему показали, например, какую-нибудь сцену из фильма там, с кровью, и все, и он в обморок упал. Второе значение, это то, что нам больше подходит. Easily made feel sick. То есть это когда при виде крови, при виде каких-то сцен в фильмах ужасов, мозги, кишки, как говорила моя бабушка, и вот этого всего, всех этих внутренностей, у вас появляются рвотные позывы. Либо если вы по улице идете, увидели червяка дождевого, он выполз. У многих это тоже может вызвать рвотный позыв. Про таких людей в быту говорят «he has a weak stomach». У этой фразы есть и прямое значение, когда вы что-то съели и сразу побежали срать дальше, чем вы видите. Такое значение тоже есть. Но have a weak stomach также вы можете описать, вот когда у вас такая реакция на неприятные какие-то виды. То есть здесь нужно также помнить, что squeamish относится к нейтральному регистру. То есть он не является casual, он не является бытовым, он может использоваться в официальных каких-то источниках. Squeamish – книжное слово. В речи вы не найдете очень широкого использования. А теперь спросите себя, вот вы видите червяка, и вам плохо от вида крови, от вида мозгов. Вы скажете, вы назовете человека, который вот так реагирует, брезгливым. Попадает ли брезгливый в вашем понимании под это определение? И тогда, если да, то используйте слово squeamish. Если вам кажется, что это не так, не используйте слово squeamish. Следующее слово, которое всплывает, это formal language. Итак, fastidious тоже имеет два значения. Первое значение это meticulous. A person who is very particular about details and want to do everything perfectly. То есть человек, который скрупулезно, щепетильно очень относится к чему-либо, к выполнению какого-нибудь задания, или в еде, там надо все порезать кубиками, параллелепипедиками, чтобы было все идеально вымерено. Первое значение. Нам оно не подходит. Второе значение нам очень подходит. Это значение совпадает со словом squeamish. Но вот досада очень формально, и вы его в речи практически не услышите. Многие даже не знают, что это такое. Это никаким образом не умаляет умственные способности, образованность человека, но просто не в ходу это слово. А теперь подумайте, будете вы использовать в речи такое слово или нет? Для меня человек брезгливый прежде всего связано с чистотой. То есть у этого человека к нечистоте, нечистоплотности, либо если вы, например, пьете какую-нибудь что-нибудь из бутылки, даете человеку, он брезгует, что там микробы, то есть все завязано на гигиене и чистоте. И лично я в таком случае бы сказал просто this person is picky. Мы же как говорим, да что ты пей, не бойся, не заразный. So the person is picky or finicky. Также если вы заходите в туалет какой-нибудь, да, и там все обгажено, обкакано, обоссано, и вы туда не зайдете, тоже же брезгливость, правильно? Вы можете сказать, что I'm easily grossed out. Grossed out это когда противно вам. Вы чувствуете, вот, может быть, даже рвотные какие-то позывы. I'm easily grossed out. Тоже может быть как брезгливый. Либо я бы также сказал I don't like gross things. Мне не нравятся противные вот эти вот нечистоплотные какие-то вещи, которые визуально мне противно. Я бы не использовал squeamish в значении брезгливость, потому что squeamish это не про чистоту. Squeamish это только про что-то противное. Запоминайте сразу кишки и кровь. Многие люди могут брезговать чистотой, но при виде кишков и крови спокойно сидят и рвотных позывов у них не возникает, согласитесь. Видите, в чем сложность? И нужно уже смотреть по контексту. Также есть люди, у которых доходит до какого-то маниакального вот этого, я не буду трогать, открывать дверь руками, я там постоянно санитайзером, либо еще чем-нибудь. Germaphobes. He is a germaphobe. У него прям маниакальная боязнь бактерий. He is a germaphobe. He is very particular about cleanliness. He is very particular about cleanliness or hygiene. Он очень щепетильно относится к вопросам чистоты и гигиены. Также еще в быту есть такое, но это очень такое бытовое. Например, вы кому-то протягиваете бутылку, сами попили, говорите, хочешь? Или бутерброд откусили, кому-то протягиваете, и человек, не берет это от вас. И вы говорите, what's wrong? You think I have cooties? Cooties — это такое выражение не сленговое. Это в простонародье так называют вшей. Типа, ты что думаешь, я блохастый, что ли? У меня вши какие-то, что ты боишься? You think I have cooties?
Или можно сказать по-другому. Можно сказать, what? Do I have cooties? Типа, что, у меня блоки, что ли? Ну что ты стремаешься? Ешь, бери. То есть, опять же, у меня тут же в голове на эту фразу слово picky или finicky. Человек переборчивый очень. Ну что ты... туда же брезгливый. Squeamish здесь вообще не подходит. По определению. Также можно задать вопрос, если человек не хочет с вами здороваться или пить от вас, или есть. Does it gross you out? Тебе противно, да? Does it gross you out? То есть слова gross, disgusting, противный, вызывающий рвотные позывы можно использовать. Используйте squeamish, если прям других слов больше не нашли, когда вот противно как раз. Используйте gross, disgusting, чтобы быть ближе к народу, потому что это легко узнаваемые фразы, слова, они везде. В каждом, как говорится, из каждого утюга доносится. Если вы хотите использовать слово squeamish, если по вашей версии оно для вас подходит, можете использовать глагол feel squeamish or be squeamish about something. Так все-таки брезгливый — это какой человек? А это смотря как вы понимаете это слово. Как показал мой опрос, все не так однозначно. Для кого-то это одно, для кого-то это второе. Я вам сейчас обрисовал, какие слова существуют. Для меня брезгливый в большинстве случаев пересекается в picky or finicky. Опять же, у вас будет свое. Моя задача показать вам значение слов и как они работают, как их понимают англофоны. Ваша задача найти для себя оптимальный вариант. У меня есть Instagram, Telegram, Kirells_English. Если хотите индивидуальные занятия со мной, в описании под этим видео есть все ссылки и пароли. Я желаю всем отличной рабочей недели. Пока.